Приветствую! Вчера мне удалось пообщаться с создателем игры Spintaris Павлом Загребельным и взять у него небольшое интервью о его будущем проекте продолжение Spintaris, которое, я думаю, будет интересно всем поклонникам игры. Вы на канале Madster, и мы начинаем. Добрый день, Павел. Многие игроки уже и не надеялись на то, что вы вернетесь к работе над игрой после всех разбирательств и удаления игры из Steam. И для меня лично, и для тех, кто ждал этого момента, это была, пожалуй, лучшая новость в этом году. В связи с этим мой первый вопрос. Что повлияло на ваше желание вернуться к работе над продолжением Spintaris? Не остывающий интерес игрового сообщества к игре или планов по работе над продолжением вы никогда и не оставляли? А работа над The Scouring была скорее способом ненадолго отвлечься. Ответ Павла. Все верно. The Scouring задумывался как небольшое отвлечение от темы грузовиков. Кроме этого, мне очень интересно было сделать именно RTS, стратегию в реальном времени, с позиции программиста, хотя фэнтезийная тематика тоже всегда была близка. Движение юнитов по карте, их анимация и, главное, мультиплеер. Это была интересная программистская задачка, но что задумывалось как RTS-демка, превратилось в полноценную игру, хотя и небольшую, и, соответственно, заняло больше времени, чем планировалось. А теперь сделали еще и режим моба. Что из этого выйдет, посмотрим. И вопрос, который волнует, пожалуй, большинство поклонников Spintaris. Есть ли какие-то примерные сроки, когда можно ожидать выхода демо или бета-версии? Хотя бы год, чтобы мы все могли отметить его в своем календаре релизов. Ответ Павла. Точно не раньше конца 2026 года. И есть ли у проекта рабочее название, так как название Spintaris, насколько известно, остается за UVI, как минимум до 2028 года? Ответ Павла. Внутри у меня проект так и называется Spintaris X, но публичное название, конечно, будет другое. Какое? Пока не знаю. Конечно, хотелось бы использовать какое-то уже известное название, но, скорее всего, придется создавать новый бренд. Кстати, делитесь своими идеями, какое название, как вам кажется, подойдет наилучшим образом перерожденному проекту. Павлу, думаю, будет также интересно узнать мнение поклонников игры. Я, в свою очередь, постараюсь показать ему самые популярные варианты. Итак, продолжаем. Проект будет полноценным продолжением или абсолютно новой игрой о грузовиках и бездорожье? Ответ Павла. Продолжение Spintaris или Mudrunner и я, к сожалению, делать не могу, потому что права на эти игры мне не принадлежат. Однако есть как идеи по созданию как игры максимально похожей, так и сильно отличающейся. Что точно останется в ней, это качественная физика больших грузовиков в грязи, воде и их смеси. Планируете ли добавить экономику и сюжет, или это будет песочница? Ответ Павла. Скорее всего, это будет песочница с экономикой. В качестве сюжета могут выступать миссии на карте, собственно, примерно то, что было сделано в SnowRunner. Полноценный сюжет сложно совместить с модами, так как он предполагает прохождение игры предопределенным образом. Можете уже поделиться какими-то подробностями, мелкими деталями, которые чуть приоткроют завесу, чего нам ждать? Техника, советская, зарубежная, лицензированная или нет, карты, квадратные или более сложные, их размеры. Будет ли распространяться через Steam, возможности поддержки модов? Мы будем рады любой информации. Ответ Павла. Моды, конечно, будут поддерживаться, это основа. Техника, конечно, советская. Лицензии для советской техники они не нужны. Большие карты, да. Это одна из вещей, над которыми я работал, прежде чем переключился на The Scouring. И, собственно, сделал. Карты будут большие, очень большие. Также, наконец-то, будут добавлены гусеницы. Хотя в последней игре от Saber они тоже должны появиться. Догадайтесь, откуда. Но что вряд ли появится в какой-то другой игре, это русская жижа, смесь грязи и воды, новая субстанция, в которой будут тонуть грузовики в моей следующей игре. Это будет какой-то существующий сторонний игровой движок, или вы дорабатываете тот, на котором был выпущен оригинальный Spintaris? Работаете ли вы над игрой один или с командой под вашим руководством? Ответ Павла.
В данный момент я работаю над Scarring. Конечно, есть команда. Правда, пока я единственный программист. Движок, скорее всего, оставлю существующий. Все же хочется делать именно технологические вещи. А для них нет сильной причины использовать сторонние движки. Их используют для создания контентных игр. Планируете ли открыть возможность донатов, как когда-то для разработки Spintaris был открыт сбор на Kickstarter? Я лично выступаю только за принять участие и поддержать разработку ради возможности доступа к бета-версии игры в будущем. Ответ Павла. Спасибо за поддержку. Конкретно Kickstarter сейчас не знаю даже, насколько возможен в России. Вообще бюджет будущего проекта про грузовики зависит от успешности The Scarring. Если The Scarring выпустится удачно, донаты не понадобятся. Так что поддержите The Scarring. Следите ли вы за развитием линейки игр ModRunner после вашего ухода из Saber Interactive? И близко ли вам их видение игр этого жанра? Или это все же не совсем то, что вы когда-то закладывали на старте этого жанра симулятора бездорожья? Ответ Павла. Нет, не слежу. Не близко и не интересно, что они делают. Далее вопросы от подписчиков моего телеграм-канала. Вы, кстати, тоже подписывайтесь, так как в скором времени я планирую разыграть там ключ Steam для установки Spintaris. Планируется ли в игре смена времени года? Ответ Павла. Есть такая идея, будет или нет, сказать пока не могу. Планируется ли в игре реализовать возможность полевого ремонта и выхода водителя из транспорта для изучения мира? Ответ Павла. Тоже есть такая идея. Очень хочется сделать, но обещать не могу, поскольку конкретных наработок в этом направлении пока нет. Планируется ли реализовать возможность использования автопоездов? Ответ Павла. Пока не могу сказать. Соединение машин, нескольких грузовиков в автопоезд звучит прикольно, но чтобы оно работало, нужен качественный игровой дизайн этой механики. Это непросто. Делать просто для галочки не будем. Будет ли динамическая погода? Ветер, дождь, гроза? Ответ Павла. Будет. Механика лебедки будет схожей со SnowRunner или более реалистичной? Ответ Павла. Лебедка будет такая же, как в ModRunner, где я ее делал. То есть на экране выбирается точка крепления к машине и к окружению, и все. Да, считаю мучить игрока тем, чтобы его персонаж физически вылезал из машины и привязывал лебедку к дереву, в такой игре, в таком жанре не нужно. С уважением, YouTube-канал Madster и поклонники игры Spintaris. На моменте с лебедкой, пожалуй, остановлюсь чуть подробнее, так как после интервью мы с Павлом еще немного пообщались на разные темы. В том числе обсудили и то, почему лебедка в каждой игре была реализована немного по-разному. То, как задумывал Павел, лебедка была сделана именно в ModRunner, когда вам необходимо было по нажатию клавиши выбрать точку на машине и на окружении. То, как это было уже реализовано в SnowRunner, типа Человек-паук, была идеей Saber, которую Павел просил не внедрять, но был проигнорирован в данном вопросе. От себя хочу еще раз поблагодарить Павла за то, что он согласился ответить на вопросы, пожелать ему удачи в разработке. Добавлю, что я уже поиграл в демо его новой игры The Scarring. Мне, как фанату второго Варкрафта, очень понравились новые идеи с динамической сменой дня и ночи, а ИИ-ассистент — это, конечно, та еще имба для тех, кто без рук играть планирует. Я однозначно куплю игру на релизе не только чтобы поддержать Павла, но и потому что игра мне реально понравилась. А это музыка, которая погружает вас в детство. Кайф. В общем, однозначно жду. Павел также поделился, что идея создания этой игры у него возникла, когда он решил снова поиграть в старый добрый Warcraft. Тут мы с ним друг друга хорошо поняли, так как я сам только в начале года проходил кампанию заново, а до этого последний раз проходил ее лет 25 назад. В общем, это было приятное общение с человеком, который не просто делает игры, но и искренне их любит. Всем пока!